Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Эми Travel. Сейчас я нахожусь в Турции, и сегодня приглашаю вас вместе со мной на обзор отеля Royal Atlantis Spa and Resort. Данный отель находится в регионе Чалаклы, в 55 километрах от аэропорта и 15 от античного Сиде. Имеет категорию 5 звезд и работает по системе «Ультра все включено». Отель был построен в 2005 году, в 2020 прошел реновацию. Мы с вами сейчас посмотрим, какой нам достался номер. Такой у нас номер. При входе есть шкаф, сейф. Сейф бесплатный. Тапки, сумка, достаточно большое количество полотенец. Комната. Есть мини-бар. Мини-бар пополняемый. Включен в стоимость проживания. Здесь такая кровать. Это семейный номер. И вторая комната. Есть телевизор, чайный набор. Выход на балкон с видом на море. И санузел. Раковина. Полотенце. Есть фен. С этой стороны душевая кабина, есть и полотенце. Отель имеет небольшую территорию, но она достаточно зеленая. Есть пара дорожек вот такого плана, по которым можно погулять. Дорожки ведут напрямую к морю. И он граничит прямо вот с соседними отелями. Получается, перед нами отель Royal Atlantis. С этой стороны у нас уже через заборчик видно здание отеля Добедан, бывший Альвадона. Это уже отель Алуна и его аквапарк мы видим. Вот, а территория такая вот вытянутая и ведет непосредственно к морю.
Обед в данном отеле проходит как в главном ресторане, так и на пляже. Но есть нюанс. На пляже идет заказное меню, есть стандартный набор а, продуктов, блюд к обеду. Это пиццы, бургеры, картошка фри, какие-то сэндвичи, а салатики и фрукты вы уже берете самостоятельно, как на шведской линии. Это первый вариант обеда. И второй вариант обеда — это уже внутри отеля, в ресторане, там шведский стол. Давайте с вами пройдем на пляж, посмотрим, какая здесь пляжная линия, что с лежачками и какой вход в море. Такой пляж. Здесь достаточно широкая береговая линия именно от территории отеля до самого моря. Но она узковата. Вот получается, отсюда она идет и до сюда, потому что вот это уже территория другого отеля. Идем по настилу. Пляж песчаный. Лежачков достаточно много. Есть навесы. Такие лежаки. Вот такой длинный пляж. Только лежаков. И попадаем уже непосредственно к морю. Здесь достаточно широкая пляжная линия. Именно от лежаков до моря был небольшой отлив. Я сейчас стою на мокром песке. Чем хорош пляж Чулаклы? Здесь долгий, пологий вход в море. Идеально для отдыха с детьми. За мной здесь вот есть понтон, по которому можно пройти и уже оказаться непосредственно на глубине. Но есть один момент, который, на мой взгляд, всё здесь омрачает именно на этом пляже. Вот с этой стороны место получается пляжем. Роял Атлантик и Даймонд Элит проходит вот такая река стоковая, которая попадает в море. И, на мой взгляд, эта история омрачает весь пляж. Но кому как, может быть, для кого-то это не важно, но нет, мне не очень это нравится. Но сам пляж и море, конечно, хорошие. В отеле есть 4 ресторана а-ля карт. Это рыбный, турецкий, мексиканский и итальянский. Посетить можно любой из этих ресторанов абсолютно бесплатно, в случае, если вы проживаете более 5 суток в отеле. И посетить можно за все время проживания только один ресторан по предварительной резервации. А сейчас я предлагаю вам рассмотреть питание на примере ужина.
Также я хотела осветить некие моменты по этому отелю, какие-то плюсы или минусы, для кого это как. Этот отель имеет небольшую территорию, но зато она зеленая. И так как отель находится на первой береговой линии, выход на пляж, он прям с территории отеля. Не нужно пересекать никакие дополнительные променады. Кроме того, здесь неплохая кондитерская с вкусными десертами и кофе из настоящей кофемашины. В этом отеле хорошая безбарьерная среда. Здесь достаточно большое количество пандусов. И если вы, например, путешествуете с детской коляской, то у вас проблем не должно быть. Вы везде можете добраться по пандусам либо на лифте. Несмотря на то, что территория маленькая, она зеленая и ухоженная. Также в этом отеле хороший сервис. Касаемо гостей гостиницы, на тот период, пока я здесь нахожусь, 60% гостей – это немцы, и 20-30% русскоговорящие. Повторюсь еще раз, данный отель относится к категории гостиниц для спокойного, размеренного отдыха. Здесь даже дискотека приходит не каждый день, а 3 раза в неделю в отдельном закрытом помещении, которое находится на минус втором или минус третьем этаже, и она не должна беспокоить остальных гостей гостиницы. Вот таким у нас получился обзор отеля Royal Atlantis Spa and Resort. На мой взгляд, это стандартная пятерка для спокойного, размеренного отдыха, но с отличным сервисом и хорошим входом в море. Спасибо за то, что провели это время со мной. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальчики вверх и до встречи в новых видео. Пока-пока!